Как будто бы внутри меня работает программа, которая заставляет меня зарабатывать меньше. От этого я страдаю. У меня не получается зарабатывать столько, сколько я хочу. Человек может справиться с любой проблемой, которую он осознал. Если он с какой-то проблемой не справляется, он просто ее не осознал, нет всей информации. Мы можем переучить свою психику вспоминать другое. В этом смысле никогда не поздно иметь счастливое детство. Импринты — это программы, которые зашиты нашей психикой относительно того, как мы можем удовлетворять свои потребности и по факту выжить. Например, на уровне импринтов у нас записываются программы, как относиться к другим людям, чтобы нас там кормили, любили, грели, давали деньги и не убивали. Исходя из того, насколько адекватными были условия, соответственно, у нас записываются адекватные или неадекватные импринты. Годам к 25, 30, иногда 40 мы понимаем, что в нас действуют какие-то программы, которые нас по факту ограничивают. Соответственно, вопрос становится с реимпринтингом, как переписать эту программу внутреннюю, для того, чтобы у нас этого ограничения больше не было. Как это делается? Первым делом мы снимаем симптом, то есть что человека беспокоит. Мы обращаем внимание на эмоции. Мы говорим сейчас про невроз. Невроз — это когда человек хронически не может чему-то научиться, хронически не может удовлетворять свои потребности, хронически испытывает одни и те же эмоции. Поэтому, когда, например, человек приходит за реимпринтингом к психотерапевту, он говорит, что там «мне плохо». Прям эмоциональный фон. Поэтому смотрим, за какими действиями, за какими темами у него тяжелые эмоциональные реакции, хронические эмоциональные реакции. И начинаем выяснять, что конкретно он делает, что конкретно у него не получается. То есть речь про действие. То есть как он пробует удовлетворять свои потребности и что происходит, почему у него не получается. Это сейчас, например, может касаться и личных отношений. По какой-то причине не выстраиваются. По какой-то причине я не могу найти, например, человека по душе, по какой-то причине я не могу выстраивать доверительные, теплые семейные отношения. Это может касаться денег, это может касаться здоровья, это может касаться пищевого поведения, это может касаться сексуального поведения, полового поведения. В любой сфере могут быть ограничения, но для нас триггер, что человек испытывает хронические эмоции, когда пробует что-то важное для него в мире получать. Дальше, когда мы дошли до уровня действий, у нас вся подготовительная работа уже связана с тем, что мы создали для человека безопасное пространство, что мы создали какие-то доверительные отношения с человеком, например, если говорить про терапевтическую сессию, то есть подготовительная работа уже сделана, нам уже доверяют, то есть человек рассказывает сокровенные вещи и не боится проявлять эмоции. Здесь мы говорим про уже немного измененное состояние сознания. Здесь можно задать, например, прямой вопрос или начать тестировать человека, когда это все началось. Всплывает ли какая-нибудь ситуация в памяти? И человек начинает говорить, что, например, у него с течением жизни постоянно происходит примерно одна и та же драматургия, спектакль похожий. Статисты меняются, декорации меняются, но очень похожа драматургия. Я опять вхожу в какую-то ситуацию, опять меня кидают, опять меня не любят, опять меня предают, опять что-то случается, что в одних и тех же действиях, что приводит к одним и тем же эмоциям. Мы выходим на ситуации в разных контекстах, причем, например, если мы говорим про предательство или импринт связан с тем, что я не могу никому доверять, меня постоянно обманывают. Это одна и та же ситуация, которая связана с каким-то значимым для меня критерием, когда я что-то пытаюсь сделать, и вызывает одни и те же эмоции. И можно прямо выписывать, нарисовать такую линию времени и выписывать. Например, в прошлом году у меня была такая ситуация, за 2 года до этого была такая ситуация. Здесь задача выйти на самую первую ситуацию. Если вы погружаетесь все глубже и глубже в историю, то человек по факту немного входит все глубже и глубже в такой поверхностный транс. Когда человек в принципе начинает жить в другом времени, проживать какие-то эмоциональные ситуации, проживая ассоциированно действия из прошлого, чем дальше
Чем ближе к детству мы это проживаем, тем глубже и глубже у человека транс. Через некоторое время мы можем помочь человеку дойти до самой первой ситуации, даже, возможно, им уже забытой. Например, многие вещи, которые с нами происходили, когда нам было 6 лет, даже 3 года, они были травмирующие, травматичные настолько, что мы удалили их. Мы этого не помним, мы это забываем. В технике реимпринтинга мы можем помочь человеку вспомнить, потому что он все ближе и ближе к этому подходит. С описанием каждого эпизода он как будто бы соединяется с отщепленной частью себя все лучше и лучше. И мы должны выйти на самую первую ситуацию. Вот, например, человек в настоящем времени пришел и говорит, что сейчас у меня проблема в том, что опять, например, меня предали. Опять я хотел или хотела получить какие-то очень близкие доверительные отношения, но опять я удостоверился или удостоверилась в том, что доверять никому нельзя. Больно. Ты задаешь вопрос, а было до этого что-то похожее? Ты вспоминаешь. Было 1, 2, 3, 4, глубже, 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 глубже. И каждый раз человек рассказывает, что да, опять это происходило, но по ощущениям что-то было и до этого. То есть мы всегда говорим про ощущения, соединение с эмоциями и с переживаниями. Это на уровне ощущений. Ты прям чувствуешь, что это не первое, это не триггер, это не точка старта. Здесь очень важно быть в эмоциях вместе с человеком, для того, чтобы помогать ему поддерживать и помогать ему все глубже и глубже погружаться в свою историю. И мы доходим до первого события. Но, кстати говоря, даже если мы ошибемся и начнем работать с предпоследним, он где-нибудь к середине поймет, что это не первое. Ничего страшного не будет, если мы начнем делать реимпринтинг на предпоследний или даже на средний. Ничего с этим страшного не будет. Это все равно обогатит психику новым опытом. То есть, я напомню, мы входим в одни и те же ситуации для того, чтобы психика что-то дополучила, допрожила, дошла до получения результата. Потому что психика не может расслабиться, не завершив программу до конца. Доходим до первой ситуации, и там человек по-другому себя ведет. Там могут быть переживания настолько интенсивные и настолько глубокие, что человек потеряет способность, например, чувствовать себя. То есть переживания, связанные со смертью, с гипотетической смертью, будут настолько яркие, что человек будет вываливаться из ощущений. Он будет говорить про страшные вещи, но говорить, например, со спокойным лицом или с улыбкой, или нервно хихикать, каким-то образом защищаться. Его психика может защищать его от того, чтобы не пережить снова этот травмирующий опыт и не перегореть. Здесь все зависит от того, насколько безопасное пространство, насколько ты присоединился эмоционально с ним, чтобы вместе с ним разделять. То есть мы здесь говорим про контейнирование, то есть переживание одних и тех же эмоций вместе с человеком. Здесь нам очень важно уметь соединяться эмоционально с человеком, если мы говорим про работу с оператором. Одному, сам с собой, импринтинг провести нереально, никак. И человек не будет заниматься реимпринтингом без очень серьезной боли. И мы здесь помогаем человеку дойти до точки, когда все началось, чтобы он вспомнил ситуацию первую, что он там делал и какие эмоции у него были. И здесь, в этой ситуации, нам нужно нарисовать картинку, кто в этой ситуации был, участники. Будет намного более интерактивный, полезный вариант, если вы какой-то пример приведете. Что конкретно ты прямо сейчас в своей жизни недополучаешь? Денег, уважения, власти. Давай соберем симптом. Чего ты недополучаешь? Денег недополучаешь в настоящем времени. В чем это выражается? Я чувствую, что я хочу зарабатывать больше. Я чувствую, что это мое. То есть мой уровень совершенно другой. И как будто бы что-то внутри меня блокирует меня. Я зарабатываю меньше, как будто бы внутри меня работает программа, которая заставляет меня зарабатывать меньше. От этого я страдаю. У меня не получается зарабатывать столько, сколько я хочу. Хорошо, действующие лица есть, и примерные взаимоотношения, понятно, о чем речь, по крайней мере. Мы
понимаем, что за драматургия, что за ситуация, относительно какой потребности, какой ценности. И участники, действующие лица примерно понятны. Вот вспомни, насколько у тебя получится, вспомни ситуацию максимально близкую к детству, где первый раз ты в эту ситуацию попал, где ты почувствовал по поводу денег ощущение неприятия, непринятия и бессилия. Вот это ограничение, да. Вот мы имеем импринт. Я вписываюсь в семью, родители меня принимают и понимают, не страдают, любят. Когда я такой-то. Я могу предположить, что маме и папе деньги давались не так, чтобы прям сильно легко. Соответственно, когда им эти деньги давались не сильно легко, они испытывали определенные эмоциональные переживания. Переживали по поводу денег, переживали по поводу себя, что у них, возможно, что-то не получается. Мы выяснили участников, мы выяснили ситуацию, с действием сейчас разберемся, с эмоциями лучше сейчас разберемся. Все, мы вышли на ситуацию. Вот здесь мы работаем. Мы берем эту троицу. Дальше мы можем использовать, например, пространственные якоря. То есть, где стоишь ты, где стоит или сидит твоя мама и папа, на каком расстоянии от тебя. Здесь можно смешать реимпринтинг со скульптурами из семейной системной психотерапии, либо с расстановками и так далее. Но можно в сильно упрощенном варианте прямо вот на листике точки обозначить, кто где находится, как друг к другу относится. Если какая-то история влияет на то, как сейчас нам живется, мы ее можем изменить. Переписать по факту у себя в голове, что было на самом деле. Потому что на самом деле никакой памяти у нас нет. У нас есть навык сборки интеллектуальных объектов по поводу нашего прошлого. Мы никакую информацию о прошлом не храним. Вспоминая что-то, мы заново ее собираем. И только от нашего навыка зависит, каким образом мы будем вспоминать. Мы можем переучить свою психику вспоминать другое. В этом смысле никогда не поздно иметь счастливое детство. Поэтому мы смотрим, насколько человека колбасит в точке 1. И если мы говорим про реимпринтинг, человека будет колбасить очень серьезно. Даже если мы оказали фундаментальную поддержку человеку. Здесь нам понадобится инструмент множественная диссоциация. Она служит для того, чтобы погасить интенсивность переживаний до того уровня, что человек может уже совладать со своими эмоциями и переживаниями. Как это делается? Например, если человека сейчас колбасит, когда он находится в себе, ему очень страшно, больно, обидно. И настолько больно, страшно, обидно, что он вообще невменяем, он даже не слышит меня. Можно сказать, вот что ты сейчас чувствуешь, теперь сделай шаг в сторону, назад, куда-то, из себя и посмотри на себя со стороны. На себя со стороны переживающего. И что ты чувствуешь по поводу того, что ты видишь себя в этой ситуации? Уже интенсивность упала немного. Если его здесь все равно колбасит, сделай еще шаг из себя. И что ты чувствуешь, глядя на того человека, который смотрит на тебя в этой ситуации? И мы диссоциируем человека до тех пор, пока интенсивность переживаний, интенсивность эмоций не становится перевариваемой, переносимой. Все, мы уже можем работать с этой ситуацией. И начинаем. Мы смотрим на ситуацию из себя уже с сильно пониженной интенсивностью. Мы смотрим, кто что делает мама, что делает папа, как я к этому отношусь и как я поступаю. Давай твой пример возьмем. Опиши вот из себя, что происходит. Возьми самую глубокую, самую близкую к детству точку. В какой ситуации впервые возник вопрос, что мама и папа, переживающие по поводу денег, они тебя будут принимать только если ты также будешь упахиваться и также жить в недостатке денег. А если вдруг у тебя будет более легкая жизнь, и ты будешь по-другому, более легко зарабатывать деньги,
они как будто бы не примут тебя. Вот какая ситуация вспоминается первой? Воспоминания реальные не имеют никакого значения. Какая ситуация прямо соберется в одну ситуацию и будет являться собирательным образом этих взаимоотношений? Что построится сейчас иррациональное, кислотное? Что построится, с тем и будем работать. Твои эмоции и переживания сейчас номер один. Какой ответ изнутри идет, когда ты сам себя внутрь спрашиваешь, сколько мне лет, что за ситуация? Тебе 3 года. Ты находишься вместе с мамой и с папой. Может быть, они что-то конкретно прям говорят, а может, у них такие эмоции, что как будто бы они что-то говорят. Вот что происходит и кто что к тебе говорит. Как себя чувствуют твои мама и папа? Если ты не против, я позволю себе прокатиться по этой ситуации на своих зеркальных нейронах, на моем отклике. Есть Андрей, года 3. Андрей испытывает, в принципе, счастье, находясь вместе со своими родителями. Родители примерно в одном и том же состоянии. Деньги даются нелегко. И у твоих родителей определенные эмоции, связанные с тем, что денег нет. Они по этому поводу как-то эмоционируют, переживают, как некий эмоциональный коктейль. И близость переживается через то, что я вместе с тобой проживаю то же самое, что и ты. Обычно в семьях именно так и происходит. Близость проживается через переживание тех же самых эмоций, что и мой близкий. Я вместе с тобой в твоих переживаниях. Если я буду отключаться, если я буду переживать что-то другое по поводу денег, мы с тобой отключимся друг от друга, потеряем контакт. В 3 года это смерти подобно. В 3 года смерти подобно не переживать, не быть в тех же самых переживаниях, что и родители. Наши дети уже считывают с нас совершенно другой коктейль. Но инструкции, что нужно переживать по поводу этой ценности, уже есть. И тебе записываются на бобины те эмоции, которые ты переживаешь относительно некой ценности. Для тебя здесь смерти подобно отключиться от родителей. Ситуация, в которой записались инструкции, как относиться к деньгам, понятно, да, как попали сюда? Мне жизненно важно быть вместе с моими родителями эмоционально, в тех же самых переживаниях. Поэтому я должен реагировать на эти ценности точно так же, как мои родители. Иначе они меня отвергнут, травма отвержения. Ну и в принципе для 3-летнего ребенка это смерти подобно. Это конкретная запись инструкции по эксплуатации. Как нужно относиться к деньгам для того, чтобы внутри моей головы мама и папа меня не отвергали. А мама и папа у нас скопированы с детских лет и живут с нами до нашей смерти. И по факту эти проекции сейчас полностью один в один списаны с тех родителей, которые были, когда нам было 3 года. Они до сих пор в этом состоянии. И реимпринтинг как раз должен изменить эмоциональный заряд и изменить то, как живется нашим проекциям наших родителей у себя в голове. Поэтому пункт 1. Мы проживаем данную ситуацию из себя и понимаем, что к нам зашло и почему. Погасить свой заряд, проговорить все слова эмоционально заряженные, сделать, и, может быть, даже стоит сделать фактически, физически, сделать все, что заряжено эмоцией. Хочешь ты, например, приблизиться и обнять маму, приблизиться и обнять маму, либо представить это, либо каким-то образом сыграть. Хочется, например, ударить папу, допустим, берешь это и делаешь. То есть все заряжено эмоционально в действиях и в словах проявить, потратить заряд. Через множественную диссоциацию ты интенсивность доводишь до того, чтобы понимать сигнал. Тебе важно здесь выйти из конфликта. Здесь был какой-то конфликт, который на самом деле, если ты уже взрослый, любой конфликт решаемый. У взрослого человека любой конфликт решаемый. То есть мы исходим из такой аксиомы, что человек может справиться с любой проблемой, которую он осознал. Если он с какой-то проблемой не справляется, он просто ее не осознал, нет всей информации. Мы ныряем в эту ситуацию в первой точке,
понижаем интенсивность сигнала, но ныряем в ситуацию для того, чтобы информация вся пришла, дошла. Погасили весь заряд и в действиях, и в словах, и в проживании. Дальше мы ныряем в следующую наиболее заряженную фигуру, в маму. И уже из мамы проживаем данную ситуацию. И мы здесь соединяемся с пониманием, почему мама так себя вела. У мамы была своя мама, свои родители, своя драматургия, свои импринты и так далее. И то же самое мы гасим весь заряд. Мы проговариваем всем участникам, что мы хотели проговорить, и доделываем все, что хотели доделать. Родовая программа может передаваться по наследству даже без вербализации. Если действительно там была какая-то жесткая драматургия с раскулачиванием, со страхом смерти, с какими-то казнями, с какой-то жестью, даже, может быть, информация не передается, а ощущение страха денег может передаваться. Если у меня будут деньги, я привлеку к себе внимание. И кто-то называет это там родовая память, кто-то называет это карма, да. Это кислотный, иррациональный способ получения информации из прошлых поколений. Пофигу, что ты знаешь, кто что говорил. Главное, что ты чувствуешь. И как бы ты это описал. Например, я понятия не имею, что, например, у меня было 5 поколений назад. А может быть, там трэш был. И трэш такой, что каждое следующее поколение просто через зеркальные нейроны считывает это с предыдущего. Через несколько поколений никакой информации четкой, что было, почему и так далее. А осадочек есть, эмоции есть. Нам важно сейчас у этих участников разгрузить заряд. Если мы понимаем, что эта фигура у нас постоянно имеет подпитку заряда, есть смысл после реимпринтинга еще заняться родом и семейной системой. Но это другая тема. Здесь задача реимпринтинга — скинуть с себя ограничения. Те программы, которые меня ограничивают. Переписать инструкции. Сейчас инструкции такие, что напротив денег страшно, напротив денег больно. Если я имею деньги, меня отвергают. Если я имею деньги, меня не любят, я один. Меня моя семья, мои самые любимые люди на теме денег отвергают. И у меня конфликт. Если я без денег, мне тяжело, больно, я не могу позаботиться. Если я с деньгами, эти же близкие люди меня отвергают. Получается, нет правильного ответа. Так я один, и так я один. Так больно, так больно. В этом и есть конфликт. В этом и задача реимпринтинга — выйти из этого конфликта. Соединяемся с мамой, понимаем, почему у нее была такая мотивация. Это не про тебя было. Мамины эмоции были связаны с маминой историей. Соответственно, потом ныряем в папу, то же самое, соединяемся. Проживаем эту ситуацию от папы от начала до конца, понимаем, почему у него была такая ситуация, что у него есть свой багаж, его уже не изменить. Это не про тебя было, это про папу. Доделываем все, что он хотел доделать и так далее. После первого круга выходим в 4-ю позицию. По факту это 3-я позиция. Либо представляем себе всевидящее око, либо Бога, либо мир, либо камеру, допустим. Непредвзятое всевидящее нечто. И смотрим на всю ситуацию. Наша задача — всю информацию, которую наша психика не взяла от этой ситуации, добрать до конца, чтобы помочь закрыть гештальт, чтобы помочь эту ситуацию довести до конца, чтобы она ассимилировалась, то есть мы взяли все выводы оттуда, и программа перестала работать. Посмотрели на всех участников, посмотрели на свой отклик, как нам все эти участники и их взаимоотношения кажутся, и ныряем снова в себя. На 2-м круге точно будут другие эмоции, другие слова. Из-за поверхностного слоя мы не видели, что под ним. Мы сняли 1-й слой, после него 2-й.
Мы уже начинаем другими глазами смотреть на ту же самую ситуацию, на тех же самых людей. В круге на 5-м, на 7-м мы вспоминаем, что такое ощущение, что как будто бы у меня в роду кого-то раскулачивали. А здесь, например, у папы всплывает, ну, у меня в папе всплывает понимание, ощущение, не знание, ощущения и эмоции, что как будто бы мужик должен пахать, потому что если он не будет пахать, перенапрягаться, его, например, там, выгонят из племени, допустим, или из коммуны, или и так далее. И по практике 10-15 проходов ты доходишь до ядра. Ты получаешь инсайт, который расцепляет конфликт. Из-за чего вот эта сцепка произошла, из-за чего принципиально важно было маме и папе грузить именно этими инструкциями. То есть, если ты в данную ситуацию заходишь, разгружаешь от всех зарядов, получаешь всю необходимую информацию из этой ситуации, включая инсайты, твоей психике больше незачем эту программу держать, ты ее закрываешь. Все. Здесь у человека глаза круглеют. То есть, когда мы доходим до ядра, до этой сцепки, ни с чем не перепутаешь, когда человек хватает этот инсайт и его отпускает. После того, как человека отпустил, здесь важно с человеком поговорить про его ценность, как теперь он хочет. Это теперь его не держит, а как ты, дорогой, хочешь, исходя из своего отклика. И тест. По факту мы тестируем, например, а сколько ты, Андрей, хочешь зарабатывать и как? 1,5 в месяц. И мы вот эту новую парадигму более подробно во всех контекстах. 1,5 в месяц, так, чтобы я занимался только тем, от чего меня прет, что мне нравится. Например, никаких правил, никаких начальников, только партнеры. Дело, которое, например, меня вдохновляет и вдохновляет других людей. И мы догружаем всеми критическими критериями моего нового отношения к моей ценности. И оператор смотрит, насколько, какие эмоции. Если человека отпустило, человек говорит про то, что у него внутренне, что у него откликается эмоционально, он говорит об этом ресурсно. Он начинает подскакивать. У него между инстинктами и реализацией была программа, которая блокировала эту энергию. Если эту программу убрать, то человек начнет подскакивать, реально говоря, о своих целях и ценностях. Человек говорит, как он теперь хочет относиться к этой ценности, и тело и эмоции не будут врать. Все должно быть конгруентно. Все. Если тест прошел, все, реимпринтинг готов. Ты вместо старой программы написал новую. Но если старая была неадекватна, она сидела на искажениях, на когнитивных и на травмах психологических, и на карме, то сейчас мы исходим только из моих инстинктивных потребностей, от чего меня по факту прет. Все. Если человек на тесте показывает по поводу той же самой ценности другую эмоциональную реакцию, мы переписали импринт.